Привет, меня зовут Евгений, и сегодня я расскажу, как передавать информацию из TimePad в AMO CRM. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать поступаемую информацию из TimePad в другие системы. Например, в AMO CRM вести учет новых сделок, удобно хранить и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных TimePad. Теперь необходимо указать действие. Выбираем «Получить данные». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт TimePad к системе Apex Drive. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». На этом этапе мы копируем URL для приема данных и переходим в систему TimePad. Открываем вкладку «Организация», переходим в «Интеграции» и выбираем Webhook. Вставляем нашу скопированную ссылку и обязательно сохраняем результат. Возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. Сейчас в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе, чтобы появились данные из TimePad, нам необходимо сгенерировать данные. В данном случае путем регистрации на сайте. После того, как вы сгенерировали данные, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». Настройка источника данных TimePad успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы выбираем AMO CRM. Далее необходимо указать действие. Выбираем «Отправка сделок». Подключаем ваш аккаунт AMO CRM к системе Apex Drive. Вводим ваш логин и пароль от системы. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля, которые нужно заполнить для отправки данных в AMO CRM. В эти поля нужно назначить данные из TimePad. Для того, чтобы добавить переменную, кликните в поле и выберите ее из выпадающего списка. Когда все необходимые поля назначены, кликаем «Продолжить». Теперь вы видите пример сделки, которая будет отправляться в AMO CRM. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в AMO CRM». Переходим в систему и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных AMO CRM завершена. Далее необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!